Пожалуй, ни одно родительское собрание не обходится без добровольно-принудительного сбора средств на что-нибудь крайне нужное. Одни родители молча раскрывают кошелек, другие поднимают бунт, но эта история повторяется повсеместно из года в год уже десятки лет подряд. Однако бывают ситуации, когда решить проблему миром не удается, и тогда возникает конфликт, жертвами которого становятся дети. Дорогие родители, я все понимаю, но сегодня нужно сдать деньги на шторы, а то эти совсем обтрепались. Подобная тирада завершает, наверное, каждое родительское собрание. Не желая ставить себя в неудобное положение, большинство родителей не ропщут, а тех, кто слишком долго раздумывает, подталкивают к правильному решению коронной фразой «Вы же хотите, чтобы у ваших детей было все самое лучшее». Конечно, все ученики должны быть равны, и никто не должен выбиваться из коллектива, но иногда взрослые сами, не задумываясь, ставят детей в неравные условия. Именно так и случилось в одной из школ, где группка обеспеченных мамаш однажды решила, что в классе пора менять парты. Столь серьезные непредвиденные траты, конечно, могли позволить себе не все, но кого это волновало? Богатые инициативные родители думали только об интересах собственных детей, не понимая, что тем самым провоцируют в детском коллективе опасный социальный раскол. Конфликт разгорелся нешуточный, и когда градус спора превысил допустимые нормы, из конца класса послышался спокойный мужской голос. Один из отцов предлагал решить проблему так, чтобы никто из учеников не оказался обижен. Не принимая ни одну из враждующих сторон, мужчина встал на защиту интересов детей, всех детей класса, а не только собственного ребенка. Он предложил родителям, которые согласились с необходимостью покупки, сдать немного больше денег, ровно столько, чтобы все ученики в классе сидели за одинаковыми партами. Но, как и следовало ожидать, виновники торжества заявили, что вот это уже не их проблема. Если у кого-то не хватает денег на собственного ребенка, пусть устроится на вторую работу, выдала одна из активисток. И на этом вопрос с партами был закрыт. Через пару дней в класс принесли 22 новые красивые парты. Их поставили вперед, чтобы каждый входящий мог с порога оценить красоту, а 8 старых парт отодвинули на галерку. Малыши, родители которых не сдали деньги, с завистью смотрели на счастливых одноклассников, не понимая, почему они сами внезапно оказались в дальнем углу кабинета. Впрочем, казалось, крутым родителям этого мало. Они продолжали подливать масло в огонь, охая и ахая, восхищались покупкой, фотографировали своих ненаглядных чад, чтобы похвастать перед друзьями и родственниками. А остальные ученики в это время жались в бедном районе, став в одночасье отщепенцами в собственном классе. Однако не прошло и пары дней, как ситуация кардинально изменилась. Однажды после уроков в класс привезли еще 8 абсолютно новых парт, которые оказались удобнее и лучше поставленных ранее. В комплекте с ними шли стулья и специальные ниши, да и сами парты обладали рядом особенностей, которые выгодно отличали их от тех, крутых. Загадка вскоре разрешилась. Оказалось, покупку парт для остальных учеников оплатил тот самый мужчина, который предлагал обеспеченным родителям скинуться. Он не кичился своим положением и не хвастал доходом от собственного бизнеса, однако такие расходы мог позволить себе легко. На родительское собрание бизнесмен попал впервые. Обычно эти мероприятия посещала супруга, но увиденное потрясло его до глубины души. Поэтому мужчина решил проучить родителей, которые считают себя лучше других и бессовестно самоутверждаются за счет чужих детей. Впрочем, на этом история не закончилась. Крутые родители, оценив невиданную дерзость бизнесмена, тут же начали взывать к здравому смыслу и вспомнили о равноправии. Оказалось,
продвинутые мамочки знают слово «дискриминация» и «ущемление прав». Однако скромный меценат уверенно прервал дискуссию и вообще. Вы же сами хотели, чтобы у одних детей парты были лучше, чем у других. Так чем вы сейчас недовольны? Мораль этой истории пусть каждый вынесет для себя сам. Но на самом деле грустно, когда взрослые люди манипулируют интересами детей ради собственных интересов. При взгляде на таких родителей возникает вопрос, чему они учат подрастающее поколение своим примером. И, главное, какие люди вырастут из этих избалованных малышей. Стали бы вы баловать ребенка, несмотря на зависть со стороны других детей.